Всем ребятам привет! Для начала я хотел просто представить, кто именно здесь сидит. Это наша прекрасная Вита, она будет переводить для... Она не переводит, она участвует. О, не-не-не, это не переводчик, просто не думайте, что переводчик. Мы будем говорить о почтении своих отцов, взаимоотношениях с своими отцами. И будем делиться какими-то своими переживаниями, возможно, какой-то своей болью. И это Рэйчел, дочка Рэндика, также будет делиться с вами. И это Лорен, дочка Марка. И они также будут говорить о своих взаимоотношениях. И это папа Рэнди, папа Марк и сын Марк. Мой папа также здесь, он где-то нянчит свою внучку, моей сестры и доченьку. Okay, I'll start. Everybody's looking. Who's going to start this thing? Хорошо, я начну, а то все смотрят друг на друга, кто начнет. Yeah, we wanted to kind of extend the topic of honor. Да, мы немножко хотели We расширить тему почтения. We all started yesterday with honor, preferring one another. И вчера мы говорили о том, о почтении, которое, когда мы быстрее кого-то почитаем, чем себя. The honor you have inside, То почтение, которое есть у giving вас внутри, вы отдаете его. not being based on merit. Оно не основано на вашей добродетельности. And we noticed, a lot of us noticed, И многие из вас заметили, our years of doing koinonias. что за And- эти годы, когда мы And проводим also канонию, yesterday, и даже we вчера, heard in the groups a lot of stories. в группах, когда мы днем of- общались, мы слышали много историй. My dad left when I was 3. I Мой didn't know my папа dad. покинул нас, когда мне I было didn't know my 3. mom. Я не знал маму, я не знал My dad папу. was an alcoholic. Мой папа был алкоголиком. All these stories И подобные of истории separation of fathers разделения and sons, mothers and между daughters. сыновьями, и отцами, детьми, And the матерями. results that it takes on the marriages in the И в home. результате это переходит And- на брак, на семью собственную. So we'd like to just open up this topic. So if you have questions, just ask them. Потому We мы wanna- хотели немножко открыть эту not just часть teach you вопроса. guys. Потому если у вас есть вопросы, Okay? задавайте их. Мы не хотим просто вас учить. But I believe, as well as these guys and all of our other leaders, we've already talked about this among ourselves. Но я верю, и также ребята, которые здесь сидят, и другие Yeah. лидеры, мы об этом уже немножко общались. There's a real anointing for healing in this area. Я верю, что здесь есть настоящее помазание для исцеления на это время, на этой In территории, family relationships. в отношениях Okay. семьи. It's, also one to another, brother and sister. И также в отношениях друг между другом, братья и сестры. There's a lot of scriptures, Есть много мест из Писания, and maybe we'll just pull out a few. I don't know и, what возможно, anybody else is мы gonna просто do. будем говорить о некоторых из них. Я не знаю, что остальные But maybe if I can back up and скажут. maybe just kind of springboard off of where we left off yesterday. Но, возможно, мы немножечко вернемся к тому, о чем мы говорили вчера, And- и от этого будем отталкиваться. Where we left off was Вчера мы завершили на том, honoring one another, что почитание друг друга giving preference to, — это and отдавать предпочтение кому-то другому в отношениях. when we honor, I'll just use the example. Let's just stay on the example of when we honor our father. И Okay? я использую пример, когда мы, например, почитаем Okay. отца. And when I say father, I mean father and mother. So I'm И not когда я speaking имею just в male виду, only. говорю all right? отца, я имею в виду So и if по I- отношению к like маме, if и I к папе say- это if I say работает. son, like a spiritual son, То же самое, когда я That's говорю son and сын, daughter, okay? духовный сын, это означает и Just without духовный saying it, сын, so и you духовная understand. дочь. Это я наперед, I'm так not чтобы вы leaving out the понимали, women. что я не оставляю девушек Alright. или матерей вне разговора. okay? Хорошо? Good? Согласна. So when we learn to honor our father, Поэтому, когда мы учимся почитать нашего that отца, same spirit that we were talking about yesterday is released to our father. этот же дух, о котором мы говорили вчера, высвобождается по отношению к And нашему отцу. We can't base that honoring of our father or parents
И мы не можем основывать наше почтение наших родителей on whether they're good parents or bad parents. на том, хорошие ли они родители или плохие. If you look in Ephesians, I'll start Если out with the посмотреть, scripture, I guess. It's Ephesians 6. Послание к Ефесянам, я сейчас сразу же открою, Ефесянам 6 глава. So in Ephesians 6:1, Ефесянам it 6:1 says, "Children, obey your parents in the Lord, написано: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, for this is right." ибо это правильно». Okay? С Now английского. this is, I believe, talking about your spiritual parents, И я верю, что здесь говорится о духовных родителях. the people who birthed you or responsible for you Людях, in the Lord, которые дали вам жизнь в Господе, и которые ответственны за вас Okay. духовно. because it says your parents in the Lord. Потому что здесь сказано Right. родителям в Господе. Verse 2 Второй it стих. says, "Honor your father and mother." «Почитай отца твоего и That's мать». your natural parents. Это о физических Okay? родителях. Which is the first commandment with a promise, Это первая заповедь с обетованием. so that it may be well with you, Да будет тебе and благо, that you may live long on the earth. и будешь долголетен на земле. Then he goes on to say, И тогда он продолжает и "Fathers, do говорит: not provoke your children to anger, «И вы, отцы, не раздражайте but детей bring ваших, them up in the discipline and instruction of the Lord." но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Okay? Да. Slaves, be obedient to those who are your masters, Рабы, повинуйтесь господам according to the своим flesh, по плоти, with fear and trembling, со страхом и in the трепетом, sincerity of your heart, в простоте сердца as to вашего, Christ. как к Христу. He even says, obey your masters according to the flesh. Здесь даже сказано, что повинуйтесь Because своим you господам по honor- плоти, Honor Christ when you do those things. потому что, делая это, вы почитаете Господа Христа. When it starts out and says, honor your father and mother, it doesn't come with a clarification if they're a good father. И когда здесь вначале написано «почитай отца твоего и мать твою», здесь нет определения хорошего отца или плохого отца. It says in the Old Testament many times and the New Testament, В Ветхом Завете много раз и в Новом Завете также when you сказано, see your father что когда ты видишь своего through the eyes of отца the Lord, like we were saying через yesterday, глаза Господа, это And то, о you- чем мы говорили вчера. you place that value И когда ты that you have вкладываешь inside. ценность в этого человека, ценность исходит из того, кто внутри тебя. И ты говоришь: ты мой отец, ты мой okay? папа, You're my dad, you're my father. ты мой отец. It doesn't matter if you love me or beat me. Неважно, ты любишь меня или ты меня I'm still избиваешь, going to honor you. я все равно тебя буду почитать. You understand? Понимаете That's really, это? really hard. Это очень-очень тяжело. It's like we were trying to learn how to hear the Lord without worship, Такое чувство, without all это these, то же самое, когда мы пытаемся like услышать crutches, Господа без trappings. поклонения, без всего того, It's- на что мы, за что мы держимся, if you're костыли used какие-то. to a certain way, Потому что and you если have ты to find the Lord научен somewhere else, somehow какому-то else, определенному пути, и потом ты You учишься have to search слышать for Его по-другому, нужно искать. okay? And it's the same thing if you have a bad relationship with your dad И то же самое, если у тебя плохие отношения с отцом, and you're a believer, а ты верующий, you have to search тебе нужно искать through the Lord, через not Господа. through his actions, Не через not through his действие anger, Отца, не через not Его through his злость, departure or leaving не or any через other то, что Он покинул bad или things that he'll уехал, do. или какие-то другие вещи плохие, которые Он Allow мог that сделать. spirit of honor to come out of you. And again, Но позволяй этому духу почтения исходить из тебя. it's only done by the Lord. И You снова-таки, can't do только it Господь может это in your own сделать. human flesh. It's Ты не almost можешь это impossible. по плоти сделать, это Understand? невозможно почти. Do we need to move everybody under Нам the нужно tent 'cause немножко it's всех raining? подвинуть, чтобы вы сидели под навесом, да? You guys just scoot on up here. Get Да, кому you know. нужно, просто подсаживайтесь ближе, вот есть места. Here they come. И вот они пришли. For every person here, the relationship with your mother and father was the very first relationship you ever had. Для каждого человека, который здесь присутствует, ваши отношения с вашими папами и мамами — это были самые первые отношения в вашей жизни. Unless you weren't raised by them.
Если, конечно, только не было такой ситуации, что не они вас воспитывали. And that relationship will influence every other relationship you have. И эти отношения повлияют на все другие отношения, которые у вас когда-либо будут. And it's actually the way God created it. И таким образом Господь создал вас. And that's why I think the honor your father and mother is the only commandment that has a blessing attached to it. И вот почему только это обетование имеет прикрепленное к нему благословение. He realizes that he chose you to be in that mother's womb. Ты понимаешь, что Господь избрал поместить тебя в утробу твоей матери. He chose you to be in the life of that particular man, that father. Он избрал, чтобы ты пришел в жизнь этого конкретного человека, твоего отца. And I'm discovering that as I have my own children, И я обнаружил, имея своих детей, that they, as they honor me, что когда они почитают меня, they call out more of my identity. они призывают и выносят из меня мою сущность. And that results in a blessing toward them. И это приносит благословение им самим. Think about it. Подумайте об этом. If they call more out of the Father in me, Если они, обращаясь ко мне, вызывают из меня more of сущность the Отца righteousness in me, и больше праведности из меня выносят, more of the Father, the Heavenly Father in me, и они призывают своим почтением Небесного Отца из меня, doesn't it make sense that they will get blessed because of that? разве не ясно, что они из этого получат и благословение? Yeah? Правда? They look really tired. Вы так выглядите немножко подуставшими. Вы не спите? Let me ask you a question from yesterday. Хочу задать вам вопрос по поводу вчерашнего дня. Who remembers the definition of honor? The Кто- scriptural definition of Кто honor. из вас помнит библейское определение слова почтение? Помните, мы говорили? To see value, to invest value in something? To see value in other people. Хорошо. To see the value, and then there's something else. Я хочу от вас тоже услышать. Это видеть ценность в человеке, а что еще делать? To love. To love. Любить. To honor someone or to place someone above you. Правильно. Продолжайте. Я хочу слышать ваши мысли. It's respect. Honoring somebody or considering somebody else being higher than you, more valuable than you. Honoring person, no matter if you know this person or you do not. Доказать ценность и любовь. It's proving value of this person by loving this person. Yeah, that's good. Oh, that's a really good one. Right there. Вот очень классное определение девочка сказала. Можешь, пожалуйста, еще раз сказать свое определение? Доказать ценность и любовь. Say it in the mic. It's to prove value of somebody by loving. Доказать ценность и любовь. Извините, доказать ценность и любовь человеку. So in America, I want to go off of that for a Вот second. начнем отталкиваться от этого определения. В Штатах. If you want to sell your house, Если вы хотите you продать свой have to дом, have someone come out and appraise your house. вам нужно вызвать человека, который придет и похвалит ваш дом. Do you all understand the То word есть appraise? оценит его. Понимаете, да, слово оценит? Yes? Okay. So when someone comes out, they tell me what my house is worth. Вот приходит ко мне человек, оценщик, и он мне говорит, сколько стоит мой дом. Once they appraise it, Как только дом оценен, once the company says it's worth this amount of money, как только компания определила, сколько стоит it. этот дом, то все. it doesn't matter what I think, Неважно, что я себе там придумаю по поводу моего дома. it's what they said. Вот то, что мне And that сказали, value stays with my house и какое определение ценности моего дома until the economy changes. or мне дали, something else. пока экономическая ситуация не изменится, вот она такое будет, это ценность. She said it's the proof of someone else's value, right? И вот эта девочка сказала, что это значит доказать, что что-то ценно, да? Right? Правильно? Yeah. So I can say all day long I'm a great guy, Я могу целый день себя уговаривать и других убеждать, что я крутой парень. which I Ну, am. я, конечно, крутой парень, Yeah. But it doesn't mean nearly as much coming from me но это не значит, что что-то из меня исходит, as it does coming from her. как это исходит из нее. When my daughter tells you Вот когда моя дочь вам or расскажет, tells me или мне самому расскажет, my value, какой я ценный, now
вот тогда we have proven the value of that person. это будет действительно доказательством ценности этого человека. Когда understand? Понимаете? And what she does every time she honors me, И всякий раз, когда она меня почитает, every time she calls out my value and says, Dad, don't forget how valuable you are. всякий раз, когда она говорит мне, насколько я ценен, и говорит: папа, ты не забудь, какой ты классный. And she does that through her behavior, Она это делает своим поведением. through her actions toward me and toward other people. Она это делает через ее поведение и по отношению ко мне, и по отношению к I другим людям. literally get bigger in her life. Я становлюсь больше в ее жизни. The good in Буквально. me, Это во мне. the things that always were supposed to come out, Все то, что во мне сидело и должно было выйти the наружу, Heavenly Father in me все хорошее, то есть Небесный Отец во мне rises up, поднимается. and she gets more and more of the Heavenly Father through me И через меня она получает все больше и больше Небесного Отца. every time she honors me. Всякий раз, когда она так ко мне относится, почитает меня. Amen? Понимаете? Аминь. Yeah. In fact, some of the best times that she's ever honored me, На самом деле, самые лучшие времена, когда она меня почитает, like we talked about yesterday, мы вчера об этом говорили, is when I was not acting like the Heavenly Father. лучше всего почтение ее выражается, когда она его мне выражает, и я этого не заслуживаю. Я не Randy and веду I have себя как talked about Небесный this Отец. before. Мы с Рэнди об этом раньше говорили, It's difficult, что это сложно. but sometimes our children have corrected us. Иногда наши дети нас корректируют и исправляют. Yeah. Да. And if they do it in love, И если они в любви if нас they do it honorably or in honor, и в почтении говорят нам it brings out the Father in me. о наших ошибках, нам, например, и это отца, настоящего отца из меня выводит. Amen? Понимаете? Yeah? Да? Что-то вы притихли. Are you guys okay? Вы нормально? Как вам эта You're тема? like- Are you scared of this topic? Вы боитесь этой темы? Вам не страшно? Мы говорили, когда были на лидерском, и пастор Саша поднял эту тему, и он говорил, что некоторые дети в церкви говорят, что по поводу родителей своих, возможно, по поводу других, что вот они лицемерят, в церкви они одни, а дома другие, то есть как бы дома они себя по-другому ведут. И когда очередь дошла до меня, я просто высказал свое мнение, что на самом деле эти дети, которые так говорят, они наивные. Потому что мы все привыкли, что если вот христианская семья, там или дети, или пастыря, и дети пастыря, все должно быть идеально, что у них все идеально, и просто никто, то есть это святые люди, которых нету тьмы. И просто я говорил, что мы тоже когда-то были такие наивными, я тоже обижался на своих родителей в некоторых вещах. И я помню, когда-то я тоже это говорил, что я с мамой так ссорился, мы так кричали друг на друга. Она просто, это моя любимая фраза, она говорила: как яйцо может учить курицу? А я все равно стоял на своем и хотел доказать, что яйцо может научить курицу. И просто в один момент И просто на самом деле в один момент, так прообразно можно сказать, яйцо лопнуло, и я плакал, и я просто в своем период жизни я просто разумел вот эту Бога как Отца, вот этот дух отцовства, я просто разумел, что Он любит меня во всякое время, потому что я Его сын, потому что Папа будет любить тебя во всякое время, не только когда ты послушный, не только когда ты святой, хороший. Просто видел это в Боге, что вот неважно, я делал ужасные иногда вещи, и Он все равно оставался рядом, и это давало мне жизнь, это давало мне какое-то спасение, давало, реально это желание жить, просто быть счастливым. И как-то так сильно это принял в свое сердце, вот эту любовь Отца. И в какой-то момент я понял, я уразумел, я видел определенные недостатки своих родителей, и я понял, что я должен как стать папой для моего папы и как папой для моей мамы. И когда я встал в эту позицию, я просто даже не встал в позицию, а такое отношение было к ним. Мне так было легко покрывать какие-то недостатки. Вот даже в моей маме
те люди, которые говорили, вот это твой недостаток, я реально видел, что нет, это не минус, это плюс. Я даже уважал ее за то, что она имела, типа это. Ну и многие вокруг этого не видели. И просто такие классные отношения пришли в мою семью. Я часто просто рассказываю про это, что это вообще просто, я помню, мы родители ссорились. Обычно, когда родители ссорятся, ну, такое правило, что лучше ссорьтесь где-то в комнате, чтобы дети этого не слышали. И они, когда ссорились, ну, было насколько доверие, что они как бы звали к себе в комнату, и там, ну, типа, они доверяли мне, говорят, тут рассуди нас. И я просто там делился тем, что я думаю. И просто насколько вот этот такой уровень доверия, типа, пришел, что они доверяли мне, я доверял им, они, ну, как бы совсем другой уровень взаимоотношений. И я помню, у меня было такое также недавно, я там сидел, читал кое-что, молился, и вдруг я понял, что я все унаследую, кто мой отец есть, что он имеет, я просто это унаследую. Когда Господь усыновил меня, как только я стал сыном, я унаследовал все, что у него есть, и то, кто он есть. И как только я стал сыном, я сразу квалифицировался в отца. И я понимал, все, кто есть сын, то и есть отец. То есть сын и отец — это вообще одно. И я понимал, и я, ну, в каких-то моментах где-то, ну, роптал, возможно, на своего папу, ну, по поводу того, чего он делал или чего он не делал. И я так начал просить у Господа прощения, что я ропщу на свое наследие, как бы, ну, короче, проклинаю свое благословение, другими словами. Я просто сорвался сразу с кровати, подпрыгнул, побежал к папе и сказал, говорю, папа, говорю, и я реально такое уважение чувствую, говорю, я так тебя уважаю, даже не за то, что ты делаешь, а вот позицию Бога к тебе и отношение к Богу. Иногда оно мне непонятно, но реально Бог насколько чтит тебя. И просто, вот даже дядя Саша сказал такую фразу, что, ну, по поводу моего папы, по поводу других пасторов, говорит, вот эти тихони, говорит, ходят здесь, говорит, просто, ну, наблюдают, помогают вам, говорит, но когда приходит время, они просто, ну, у них есть такой уровень силы, типа власти в духовном мире, что они просто разрывают. Я помню своего папу, как реально, ну, знаете, самые тихие люди, у них есть такое что-то дикое внутри. И просто мой папа реально, я просто вижу в моем папе, вижу Небесного Отца. Иногда я просто плачу, обнимаю его, и, ну, я реально вижу Бога внутри него. Вижу в нем иногда льва из колена Иудина. Вижу в нем такие вещи, которые я сам хочу иметь, и я понимаю, что я уже это унаследую от него. Хорошо, я начну просто говорить то, что я чувствую в сердце, и поделюсь своим опытом, как я когда-то, не опытом, а моих отношениях с моим отцом, и какие у меня он вызывал чувства к нему, и как я начала просто справляться, просто благословлять и любить его. Скажу, что мои отношения с моим отцом не были идеальны вообще. Мне долгое время пришлось его учиться любить и принимать таким, каком он есть. И когда я поняла фишку в том, что он был недолюблен своим отцом, и поэтому он недолюбливает меня в какой-то степени, я начала просто быть покровом для него. Я начала его покрывать, я начала его любить. Я начала закрывать глаза на те вещи, которые просто, просто в уме ты понимаешь, что логически твой отец бы такого не сделал. Но очень часто дьявол нам просто закрывает глаза или говорит нам какую-то ложь насчет наших родителей, и в который мы просто-напросто мы верим. Но это такой бред, который вы должны просто сразу говорить Иисусу, типа, Иисус, покажи мне, где твоя правда, где твоя ложь. И когда Он говорит вам Иисус показывает вам, где эта ложь, вы должны сразу ее отправлять на крест. Потому что Иисус уже давно умер, и Он забрал эту ложь, которую дьявол пытается вам накрутить. И как только я начала делать такие упражнения, и начала просто с Иисусом просить Его, чтобы Он показывал мне
как и что, и как я могу начать по-другому служить моему отцу, просто начали происходить чудеса в моей жизни. До сих пор у нас с моим папой бывают ситуации просто тяжелые. И иногда я просто говорю: Боже, до какой степени, насколько долго я должна это все терпеть? И реально мозги у меня пухнут от того, что прямо вообще, такой бред, и такая ложь идет. Но однажды Бог мне просто показал мне, кто мой папа есть. И опять-таки, как мы говорили с вами вчера и сегодня, это ваше решение, почитать ваших родителей или не почитать. Это ваш выбор, любить их или не любить. Мой выбор стоять за своего отца, мой выбор стоять, любить и покрывать его, и не смотреть на те все ошибки, которые он делает, и как он относится ко мне. Мы когда говорили о почтении, что она продолжит. Что когда мы говорили о почтении, что почтение — это вот не то, что вот я вижу Витю вот за вот это, я сейчас ее почту. Почтение — это что-то вот, что во мне по отношению к этому человека. И Яна классно привела пример тогда, когда она говорила про этот мюзикл «Отверженные», что это было в «Священнике» по поводу этого гостя, который он принял. Он своровал у него вещи, потом его стража привела, словила его и привела, и говорит: вот он своровал тебя. И это было что-то не о том, за что его почитать. Это было почтение от священника к нему. Просто это было что-то вот... Почтение — это что-то ваше, что вам принадлежит. Это ваш выбор, который вы можете делать. И он просто сказал: нет, ты еще забыл вот серебро, и положил ему. Когда люди видят это несправедливое отношение, это всегда идет, знаете, ты реагируешь на это, потому что так часто реально, мы знаем, мы как Адам, мы знаем, Господь сказал: вот это, вкусишь, будет вот это. Мы так часто знаем, что за это я как заслужил наказание, и некоторые люди там ходят в каких-то, тягают эту вину на себя, эту тяжесть ран. И когда просто приходит Иисус со своей несправедливой любовью, просто это что-то, эта любовь реально своей силой просто вырывает всякую боль, всякую вот эту неполноту, всякую нецелостность, всякую ложь. И просто восстанавливает эти отношения, родственные отношения. Даже, например, сейчас я вернулась с другой страны, и я приехала жить к своему отцу. И опять-таки, каждый день я сталкиваюсь с обстоятельствами, с которыми мне надо просто любить и покрывать его во многих вещах. Но это лично мой выбор, это я выбираю, это все зависит от вас. Или вы хотите стоять за своих родителей или нет, это ваше право. И очень часто, когда я переживала какие-то определенные обстоятельства с моим отцом, и когда какая-то туча угнетения, она проходит, и приходит просвет в наши отношения, мой папа очень часто меня спрашивает: Вита, за что ты меня любишь? Я ж так плохо к тебе отношусь, я тебя не показываю, насколько я люблю. И я просто ему отвечаю, что: папа, я тебя люблю не за то, что ты есть, но не за то, что ты сделал. Я не смотрю на твои поступки, как ты относишься ко мне. Я смотрю, кто ты есть внутри. Я вижу того папу, у которого золотые руки. Я вижу того папу, который любит меня. Я вижу того папу, который водил меня в садик. Я вижу того папу, который научил кататься меня на велосипеде. Я ему очень часто это говорю, и я провозглашаю на него жизнь. Я просто это высвобождаю, потому что я получаю это от Бога, получаю от своего духовного отца. Поэтому, опять-таки же, это ваш выбор. Или вы решаете стоять и бороться за своих родителей до конца, или просто отпустить и просто: я, наверное, перееду в другую квартиру и буду жить отдельно от них. Я хотел тоже поделиться. Когда Марк говорил тот пример, когда
оценивать дом, когда оценивается, да. И я увидел это в своей жизни раньше, когда я смотрел на своего отца, и он на самом деле такой большой, он на самом деле такой классный. Снаружи, я смотрел на него снаружи, я смотрел на него и видел очень большого, сильного, в котором так много всего. И то, что мы говорим о почтении, у меня начали буквально месяца 2 назад происходить вещи, когда я перестал смотреть на него снаружи и соизмерять себя с ним по размерам, а просто в сердце просто как, это не то чтобы стать меньше, просто зайти в дверь. Просто почтить его тем, что он действительно большой, и принять его таким. И вот это почтение, оно открыло, как дверь в его сердце. И когда я попал туда, я увидел гораздо больше. И я не могу даже до сих пор увидеть всего. Это как в доме красота в мелочах, буквально диван есть, там удобный диван такой, на котором вы можете просто отдыхать или покушать, или все вот это, оно есть в сердце. И то, что Марк говорил, нам не нужно пытаться построить свой дом и пройти все заново, то, что проходили наши родители до нас. Когда мы принимаем их, мы не начинаем все сначала. Мы просто идем уже с той позиции, с того благословения, в котором они уже находятся. И я просто хотел поделиться тем, что для меня это очень ценно на сегодняшний день. Я не смогу рассказать или сказать по поводу кого-то, но я знаю, что каждый может войти в эти двери. И мы сегодня пришло то время, когда мы можем входить и принимать в них все, смотреть. Не ждать, пока они, откроют. В нас все время как-то играет такая... Мы хотим, доказать, что мы имеем право на это, или мы, не хуже, и мы можем быть лучше, и какие-то там наши действия, поступки. Но не в этом просто суть оказалась. Для меня в жизни. Оказалось, что всего, что хотел мой отец, это просто, чтобы я пришел к нему, сел рядом с ним и просто сказал, что мне нравишься ты такой, какой ты есть. Мне нравится то, как ты меня воспитывал, и я принимаю это, или что-то, то, что внутри у него. Я вырос в семье, где папа очень строгий и военный. У нас все было очень строго. Папа мне заправлял футболку прямо в трусы, натягивал ее, чтобы я выглядел очень строго. Он мне гладил штаны, выглаживал их настолько сильно, чтобы я, приходя в школу, у меня были, знаете, ровные эти стрелки, как у военного. Мой папа подполковник. И чтобы вы понимали, он проработал в КГБ. Он гнал церкви. И он был алкоголиком, и очень много, знаете, это не просто алкоголик, который пил и валялся под забором. Это алкоголик, у которого была власть, он проработал всегда в очень высоких органах власти, и я никогда не мог ему перечить. Если у вас хотя бы верующие родители, там у Марка, когда рассказывает свои отношения с папой, я говорю, вообще, мужик,
ты просто счастливый. Он там говорит, я там с папой что не поделил. Он мне там что-то говорит такое, а я говорю, знаешь, а мой папа брал нож. Вот я, например, сделал, ну, чтобы вы понимали, я покрасил дверь сам, насобирал деньги, купил краску, покрасил дверь, поставил стекло. Папа пришел домой пьяный, разбил это стекло и порезал ножом эту дверь. Я внутри настолько был полон ненависти, что когда я пришел к Богу, первое мое, наверное, почему я пришел к Богу, это было, пожалуйста, давайте молиться, чтобы мой папа бросил пить. И я пришел к Богу, когда мне было 14, сейчас мне 33. Конечно, уже Бог очень много сделал в отношениях с папой. И я помню, знаете, момент такой, когда я сижу напротив, мы сидим на кухне с ним, от моего папы отвернулись мои сестры, они его ненавидят до сих пор. Я сижу, я никогда папе не говорил, что я его люблю. И Иисус пришел в мое сердце, изменил меня. И я сижу, и мой папа сидит пьяный, с ножом, знаете, охотничьим таким здоровым. И я ему говорю, я тебя люблю. И вот он как ел, знаете, этот борщ, так он перестает его есть и начинает плакать. И я понимаю, что я тоже начинаю плакать. Я вообще редко плакал. У нас дома, знаешь, мужик должен быть такой твердый. Это я тут уже научился плакать. Вот. И... Спасибо, Рэнди, да. И я ему сказал, я тебя люблю. Я просто тебя люблю таким, какой ты есть. Я знаю, ты был сирота. Он, знаете, в 45-м году родился. Он даже не знал, кто его родители, потому что это война была. И я понимаю, что многие моменты в его жизни, ну, они не могут быть по-другому. Они просто, слава Богу, что он у меня хотя бы есть. И когда я пришел к Богу, я вообще очень ненавидел папу. Меня Бог начал учить простить его и научиться видеть в нем то, что в нем не видел никто. Ни моя мама, ни мои сестры. Никто не видел. И я начал, знаете, когда я начал думать, моей мамы родная сестра, ее убила машина, и осталось 2 мальчиков, и мой папа усыновил их. И я подумал, насколько бы злой мой папа не был, но он усыновил 2 еще пацанов, и нас стало 5. И всех надо кормить. Потом я смотрел, что я вспоминал, как мы с ним засыпали в детстве, и как он меня всегда обнимал. Я помню его бороду. Знаете, я начал как-то по-другому смотреть на него. И это был мой путь к тому, чтобы вот взять этот покров над ним. И буквально вчера, или позавчера, когда вы говорили об отцовстве, я поехал к своему папе и маме. И мы с ним так разговорились, и он начал какие-то свои нужды рассказывать мне. Я был настолько счастливый, что этот сильный мужик, что у меня отношения с ним настолько уже построены, что он начал быть слабым. И, наверное, это только в последние вот эти годы жизни, там, последних, наверное, 3 или 4 года, мой папа стал со мной слабый. Потому что он увидел, что я его принимаю таким, какой он есть. Ему не нужно бояться. Вы знаете, я из всех 5 детей могу вам сказать, самый, наверное, любимый в его сердце, потому что я начал любить его просто так. Понятно, у вас, может быть, отцы лучше, чем у меня. Но если Бог дал мне любовь к такому человеку, я уверен, что вам будет легко полюбить и своего отца. Каким бы плохим он вам ни казался. Я видел, как папа бьет маму. Я не знаю, видели вы это или нет. Но мне хочется это сказать, потому что я знаю, кто-то из вас это сейчас видел. Я заступался за маму и получал тоже. Я заступался за бабушку и получал тоже. Я хотел его послать на 3 буквы так далеко, как далеко только можно было, будучи христианином, и я сдерживал свой язык вот так вот. Потому что я понимал, что Бог чему-то хочет научить меня. Я хотел его ударить так сильно. И я говорил, я не могу, я его люблю, я его почитаю. И я сдерживал себя, как мужик, и я просто говорил, бей лучше меня, но я тебя никогда не ударю. И он просто отталкивал меня и ничего не мог сделать. Знаете, я могу вам сказать, я проходил через эти этапы. Я завидую многим верующим, как это правильно сказать?
детям верующих родителей, блин, я вам завидую. Я тупо на вас смотрю, какие у вас папы, и я думаю, блин, вам бы рот закрыть и говорить, какие у вас классные родители, не говорить, какие у вас плохие родители. Вас бы на секунду ко мне, и вы бы поняли, какие у вас классные папа и мама. Просто на секунду. Но я рад, что у меня именно мой папа. И именно он путь ко Христу для меня. Он зажал меня в такие тиски, что кроме Христа у меня не было другого выхода. Может быть, кому-то это поможет. Я просто знаю, что ко мне некоторые подходили и говорили, у меня такие родители. Поверь мне, я знаю, какие у тебя родители. Я иногда думал, лучше бы у меня папы не было, чем он был. А сейчас, когда я вижу, как Бог его изменил, благодаря тому, что я его уважаю, я его люблю, мои сестры до сих пор мне задают вопрос, как ты можешь его любить? А я им задаю вопрос, как вы можете его не любить? Ведь он такой классный. Вы знаете, Бог как будто вынял из меня обиду и боль и научил меня любить его безусловно. Вот когда мы говорим об этом уважении и почтении, я понимаю, что я дал ему почтение, которое он не заслуживает, но которое всегда было его. Он это не заслужил, но я его почитаю и уважаю. Я хочу вам сказать, когда мой папа очень сильно пил, я взял пост на 3 дня. Я только покаялся. И мне рассказали о том, что есть пост и молитва. И 3 дня я постился и молился. И мой папа бросил пить и курить на 3 года. Через 2 недели, вот так. Бросил пить и курить. Чтобы вы понимали, человек, который пил и курил 21 или 22 года, это очень тяжело вот так вот бросить пить и курить. Потом до сих пор мой папа сейчас не пьет. Он очень редко падает в алкоголь, и он, знаете, он чувствует такую какую-то боль какую-то, он приходит, он извиняется. Я говорю, в тебя верю. Я знаю, что ты не будешь пить, я знаю, что ты другой. Я вообще так тебя люблю, ты такой у меня классный. И я вижу перед собой, знаете, не такого папу сильного, я вижу перед собой папу, который говорит, сынок, я так хочу, чтобы меня любили по-настоящему, но я не знаю, как себя перебороть. И я ему часто говорю, знаешь, Иисус, который любит меня и который любит тебя, Он даст тебе силу, не переживай, просто молись. И он мне уже несколько раз говорил, я уже просил Христа, я просил Христа. И Бог, я верю, что слышит его. И я хочу вам сказать, знаете, не кидайте свои руки, не ложите руки, не вешайте руки, не говорите, блин, мой папа никогда не изменится, моя мама никогда не изменится. Если ты изменишься ты и переживешь сегодня эту исцеляющую силу Иисуса, ты начнешь их любить той любовью, которая изменит их навсегда. Как это произошло вот с моими отношениями с папой. I know he said something that a lot of you were thinking. Я знаю, что он сказал кое-что, о чем многие из вас думали. That the children of believers have nothing to complain about. Что детям верующих родителям нет за что жаловаться. Don't worry, I'm not going to Нет в чем complain. жаловаться. Не переживай, папа, я не буду здесь жаловаться. Ну, можешь, он говорит, можешь. But I feel like Но я чувствую, we need to talk about how much it doesn't matter if your parents are good people or bad people. что нам нужно говорить еще об этом, что неважно, насколько хорошие наши родители или плохие наши родители. Because as you all know, I have a good dad. Потому что, как вы все знаете, у меня хороший папа. But it didn't keep our relationship from being broken at one point. Но это не удерживало наши отношения без каких-то ранений или каких-то разногласий. As much as we love each other,
Мы очень сильно любим друг друга, and as much as we love the Lord, и мы очень сильно любим Господа. our relationship has been as broken as a relationship can be. Но наши отношения были разбиты, насколько это возможно было. Были очень разбиты. There was a period of several months that we didn't speak at all. Был период длительностью в несколько месяцев, когда мы совершенно не говорили ни слова друг другу. So true, I did not have an abusive parent. И правда, у меня не было родителей, которые издевались. But I still needed the revelation of my Heavenly Father's love. Но мне все равно нужно было откровение о любви моего Небесного Отца. And that was the only thing that fixed my relationship with my earthly father. И это было единственное, что могло исправить мои отношения с моим земным отцом. It wasn't until I really understood И это произошло только тогда, how Papa God loves me, когда я на самом деле осознала, насколько сильно Небесный Отец любит меня, Небесный Папа, and about how he loves my dad. и насколько сильно Он любит моего папу. It wasn't until that happened that we could be fixed. И до этого периода ничего нельзя было починить в наших отношениях. And it didn't get fixed right away. И не сразу же пришло решение наших каких-то проблем и восстановление наших отношений. It was a process of several years. Это был процесс в несколько лет. But the more I allowed the Lord to show me who He is Но чем больше я позволяла Господу показывать мне, кто мой папа, in my какой dad, он, какой Господь в моем папе, the more I was able to love Him no matter how much He upset me or how much He hurt me. тем больше я могла любить Его, несмотря на то, насколько Он меня расстраивал. And once I had that revelation and made the decision to honor Him, И как только я получила это откровение и приняла решение почитать Отца, everything changed. все изменилось. And as He honored me, I changed. И когда Он почитал меня, я изменилась. As much as it seems like we've probably always had some perfect relationship, И хотя это может казаться, что у нас с Ним всегда были совершенные отношения, we are a real testament to this topic that we're talking about. мы настоящее свидетельство этой темы, о которой мы сейчас говорим. To go from completely broken Когда мы прошли процесс из полностью разбитых отношений, completely separated, полностью разделенных, not wanting to have anything to do with each other, когда у нас не было никакого желания быть рядом друг с другом, to being completely healed. когда мы прошли этот процесс к полному исцелению. So I just think it's important for you all to know that И потому я думаю, что вам всем очень важно знать, no matter how hopeless it seems, что не важно, даже если кажется, что нет надежды в вашей ситуации, or how badly broken your relationship with your parents is, или кажется, что отношения с родителями уже настолько сильно разбиты, разрушены, that it can be healed. это может прийти к исцелению. Yeah, only the Lord put us back together. Да, только Господь смог свести нас вместе. I remember several years ago, Я помню, несколько лет назад Rachel wrote me a letter. Рэйчел написала мне письмо. I'll just be a crybaby. Я просто буду плачущим Like always. ребенком, как всегда. And in the letter, И в письме, it was a long letter. это было длинное письмо.
I don't even remember what he's talking Я about. даже не Yeah. помню, о чем I он still сейчас have it, говорит. actually. У меня на самом деле еще хранится это In the письмо. letter, В письме, at the end, в конце, she told me, она написала мне: "This is the dad I want." вот это папа, которого я хочу. And when she wrote me that, И it когда, was exactly this honor we're talking about. и когда она мне это написала, это было идеально вот это почтение, о котором мы сейчас говорим. She hadn't written any judgments about me. И она в этом письме не написала ни единого осуждения против меня. She had the right to. А у нее было право на But это. what she had done was Но то, что она сделала, written all the things that the Lord had shown her and she had physically seen. она написала все that то, were good. что Господь показал ей обо мне, и то, что она видела, что было хорошее во мне. That's the dad I want. И она написала: вот это папа, And которого я хочу. It changed me. И это меня it- изменило. It hurt my pride. Это You know, 'cause I причинило боль knew моей that гордости, she was right. потому что я It понимал, was, что она you know, права. some of it was from her perspective. I understand that. We have Что-то our было different с perspectives. ее точки I get it. зрения, I и я это know. понимаю. И But she just, you know, you hear things like, and it's, you know, if you don't experience it, it can sound religious. И если это не пережить, это Like- может звучать религиозно, Call out the, you know, the real you. но And ты, говоря это, вызываешь it's настоящего not, человека it's изнутри. not, you know, just scripture. It's not just religious, you know. То, что мы говорим, это не просто good idea, Писание, не yeah. просто религия, не It's просто хорошая reality. идея, но это реальность. We lived it. Мы прожили это. We have. На самом деле, It's real anointing. это настоящее помазание. When you honor, Когда ты or let me почитаешь, say it, when you don't honor или, скажем по-другому, когда ты не your почитаешь father, you're the first one it своего hurts. отца, тебе в первую очередь больно, правда? Да. Yeah, you're the first one it hurts. Ты тот человек, которому больно в первую очередь. Because in Ephesians 6, Потому что в it says Ефесянам it 6 comes with главе a написано, promise что это идет с обетованием, это for приходит с you. обетованием для тебя. not him, Не для отца, you. для тебя обетование. The promise is for you. Обетование для тебя. So when you open yourself up, even in brokenness, like Потому, Rachel's saying, когда ты открываешь себя даже в It сокрушенности, brought в healing to разбитом her. состоянии, and if you heard what she said, the Lord had to show her who she was. если вы слышали то, что она сказала Господу, Wow. нужно было показать, кто она, And then the Lord started to show her и who I тогда was. Господь ей начал показывать, кто я такой. You understand? Понимаете? So that's why you can give honor Поэтому вы можете where отдавать it's not честь. due. И это не какое-то 'Cause дело. the Lord showed her, Господь ей показал. right? Then she writes me this letter. I still have the И letter. она I keep, написала мне это keep all письмо. these Я до things. сих пор берегу это письмо. Я Because they're берегу valuable такие to me. They've changed my вещи, life. потому что они очень I remember we ценные. were Это talking изменило мою жизнь. To the leaders. Я помню, мы And общались с лидерами. Both my kids have corrected me multiple times. Мои оба ребенка исправляли Like, меня много раз. When Hunter, my son, he's 15 now. Когда мой сын No, he's 16. Хантер, Whoops, sorry. ему 16 уже. Wow. When he was 8, Когда ему еще было 8 лет, you know, he did something really bad, and I spanked он him. сделал что-то очень плохое, и я его отшлепал. And he needed that spanking И ему because it was нужно so было bad. отшлепка, потому что And ему нужно было дисциплинировать. When I got done, И когда я завершил, you know, we hugged and мы обняли like друг we always друга, do. как мы всегда делаем And- в конце. he told me, И он мне Dad, сказал: папа, you disciplined me wrong. ты корректировал меня, дисциплинировал меня неправильно. Like, what? Я говорю: что? He said you did it with the wrong Он spirit. говорит: ты сделал это в неправильном Yeah. духе.
He said, I deserved the И он spanking, but you говорит, did it with the wrong да, spirit. You did it out of да, anger. папа, я понимаю, я заслуживал And- шлепки, но ты сделал это из злости, в духе злости. My first thought is, И моя первая мысль I'd была, like to spank you again. я хочу еще раз тебя немного пошлепать. But he was right. Но он был And it took прав. me a while to realize. Мне нужно было время, чтобы это He's right. осознать, но он прав. And what he did was he literally called that out of me, and I repented И to him. что I он had сделал? to. Он буквально вызвал это изнутри меня, и я покаялся. Мне 8-year-old kid. нужно было. You know? 8-летний And he's got ребенок. tears in his eyes because I beat him. У you него know. слезы текли из глаз, потому что я Right? шлепал его. And yet, even in that, he still honored me. I'm like, И все golly. равно, несмотря ни на что, он меня посчитал. Я думала, о Боже, Well, that's amazing. I have lessons like that throughout это my whole невероятно. life У меня where my kids have, you всю know, мою жизнь такие taught me уроки so я much. прохожу, потому что мои дети меня столькому учат. So much. You want to jump in? Столькому учат. I have a story. So it's similar. I have a great father, as Rachel does, У меня похожая история. У меня тоже замечательный отец, так же, как и у Рэйчел. and he has a beautiful heart and a great father's heart. И у него замечательное сердце, и он реально крутой батя. But I've also been hurt. У меня тоже бывали с ним терки. He has many spiritual daughters, У него очень много духовных дочерей. and sometimes spiritual children, I should say. Spiritual children. Не только дочерей, я бы сказала, духовных детей. У него много. But recently it's been many spiritual daughters. Но в последнее время к нему начало тянуться много духовных дочерей. And it's hard to have lots of sisters. И иногда сложно иметь множество сестер. Да, сложно. I got jealous. И я начала ревновать. Sometimes when he gives so much to other daughters that are not living in his house, Иногда, когда он отдавал столько всего тем его духовным дочерям, которые не живут с ним в одном доме, he ran out of energy. он приходил домой обессиленный. And also sometimes it seemed like those daughters honored him more, to me, not to him, to me. И иногда мне казалось, что эти девушки, женщины, они его больше почитают, чем я. Это мне так казалось, не ему. And it felt like he had gotten all the honor that he needed. И мне казалось, что он уже получает достаточно почтения, и больше я ему ничего не могу дать. So I felt that, like, well, he's honored by her and her and her. I guess he really does, like, I don't really need to. И я думала, ну вот, его уже почтила та и та и та сестра, и мне уже как бы и нечего And so I did this for a little делать. bit. И я как-то так жила с этим недолгое время. And I went on and didn't honor. Я просто не видела, как не почитала его. And then all of a sudden I saw how it was breaking his heart. И потом вдруг я увидела, как это ранит его сердце. And when my father's heart breaks, it's very painful because it's very beautiful. И когда сердце моего отца болит, мне это очень больно, потому что у него такое прекрасное сердце. He doesn't cry a lot. Он не очень часто плачет. I'm working on it. Но я над этим работаю. Сейчас вот стараюсь изо всех сил. But when he does, it means something. Но когда я вижу у него слезы на глазах, для меня это очень много значит. And so I fixed the pain that I had, or I tried to deal with the pain that I had. И вот чтобы разобраться с этой болью, I которая у меня была, я began to honor him again. начала снова просто его почитать. Not by huge acts of like washing his feet or Я не делала yeah. каких-то там невероятно крутых каких-то пророческих действий, типа там помыть ему ноги там или что-то ему купить. I spent time with him. Я просто проводила с ним время. And I use this example a lot, but it's what I do a lot. I wash the dishes with him. И я приведу такой пример. Мы вместе моем посуду дома. I would clean the house on Saturday mornings with him. И вместе с ним утром мы вместе убирали дома в субботу. And then it changed. И потом начало меняться. He saw that I deserved as much attention, if
this sounds going to sound bad, but if not more than his spiritual daughters. И тогда он заметил, что и мне хочется столько же времени, чтобы он мне уделял, а может быть и больше даже, чем он уделяет своим духовным дочерям. Because so much of the good that is in him Потому что во всем том прекрасном, что есть в нем is in me, и во мне, and I started giving it back to him. я начала отдавать ему это обратно. And as that happened, then this circle starts to form. И когда это началось, это как цепная реакция, как по кругу мы начали друг друга And it's as почитать. if like our hearts started connecting, and like I don't know, I see this picture of like our hearts rising up and И connecting тогда together. я такую вижу картину, как будто наши сердца как в кольцо соединились, и что-то начало их поднимать. So the point of that is that all of our parents deserve honor. They deserve it. Но суть в том, что все наши родители достойны этого почтения. Again, not because of what they do, Не потому, что они делают, but because all of the good that's in them, а потому, что в них внутри they've есть given очень to us. много прекрасного, и много прекрасного они отдавали нам. So I play a game with my wife, Мы играем с женой в такую игру. but most of the time she doesn't know I'm playing it. Она просто большую часть времени не знает, что я в игре. So I'm going to show you guys my game, Я расскажу вам, ребята, о правилах моей игры. okay? Хорошо? I don't have a name for it. Я даже не придумал название. I don't know what to call it yet. Maybe you guys can help me Сейчас, out. может, вы, ребята, мне поможете придумать какое-то название Stand up этой for me. игры. Give him the microphone. Можешь, пожалуйста, ему дать? Stand right here. Okay, but before you do that, Ага. just stand there. Сейчас тут постой. So sometimes, Здрасте. so sometimes Dawn and I are having a discussion. Жену Марка зовут Дон, и вот мы с Дон иногда у нас есть такое обсуждение, горячая беседа. You understand? Понимаете? Что такое беседа? Intense fellowship. Это такое общение на повышенных тонах. And right in the middle of it, И вот посреди этого I trade places with her. я с ней меняюсь местами. And so what I actually do is I'm still sitting across from her like you and I are. Например, я сижу точно так же, как вот брат напротив меня, вот с ней напротив. But I actually, this is going to sound weird, so Это just work сейчас, with me. может быть, это странно прозвучит, но, пожалуйста, поймите меня. I actually leave my body Я выхожу из своего тела and I go over to where she's sitting. и перехожу прямо туда, где сидит моя жена. And I go, my spirit goes inside of her. И мой дух заходит внутрь нее. I've trained myself to do this. It's taken a while, Я себя научила это делать especially when вообще. I'm angry. Я натренировался. Реально сначала было тяжеловато, особенно когда я на нее злюсь. And then I begin, so come over here. Keep your arm right there. So, this is my wife for now. Вот представьте, что Лорен представляет мою жену, и вот как я себя чувствую. And now I'm looking through her heart Я через ее сердце смотрю at me. на себя самого. I see myself completely differently И я смотрю и вижу себя совсем с другой точки зрения, than if I'm sitting over there. чем если бы я сидел, смотрел на себя там, вот с той Because стороны. now I'm seeing me with the eyes of her heart. Потому что теперь я вижу себя глазами ее сердца. I'm watching me Я смотрю на себя, be angry. как я злюсь. I'm watching me. Я вижу себя Can't wait to say the next thing I gotta say. такого нетерпеливого, вот как я сейчас еще что-то хочу вставить, свои 5 копеек. I feel what she feels. Я чувствую то, что чувствует она. I'm actually beginning to think what she thinks, which is scary. И я начинаю думать то, что думает она, и мне даже самому страшно становится от ее мыслей. And before long, И проходит though my совсем spirit's немного over here времени, with her, когда мой дух, будучи в ней или рядом с ней, my response to her starts to change. вдруг мои реакции и мои ответы к ней начинают Because I'm меняться. feeling what she's feeling about how I'm relating to her. Потому что я чувствую, как она воспринимает то, как я на нее наезжаю. I think that's a beautiful picture of honor. И я думаю, что это прекрасная картина When почтения. we're in the middle of something heavy, Когда мы находимся when emotions are high, на каком-то таком, на взводе, to take the time, and trust me, it took practice because you, mostly time in an argument, you're right.
И, я понимаю, что тут нужна тренировка, и нужно упражняться, потому что мы же понимаем, что мы когда спорим, мы же обязательно правы. And then you get married and realize you're never right. А потом женишься и понимаешь, что ты никогда не прав, потому что прав кто-то другой. You already know that? That's good. Марк уже знает заранее, что когда он женится, так не надо ждать. But when I take that perspective in my wife's heart, Но когда я начал с этой точки зрения смотреть, back to Pasha's example, вот опять то же самое, что Паша говорил, как он заходит в сердце папы и смотрит, I что see so many different things than I see from sitting in that chair. я вижу гораздо больше, совсем другое вижу, чем то, что если я сижу и со своей точки зрения на все смотрю. And while I'm sitting there, Вот когда я там сижу, на том месте, watching me и смотрю на себя, from inside my wife's heart, изнутри сердца своей собственной жены, I begin to honor her. я начинаю ее почитать. All of a sudden, I'm like, oh my gosh, now I see what she's saying. И я тогда думаю, наконец-то я вижу то, что Now видит I она. understand why she feels the way she feels about what I'm saying or what I did. А теперь, когда на себя со стороны посмотрел, я понимаю, почему она чувствует то, что она чувствует, когда я на нее And I наезжаю. gradually begin to understand her in a way I could not sitting there. И потихоньку я начинаю ее понимать так, как я никогда бы ее не понял, если бы смотрел на нее оттуда, с той точки зрения. I had to do that very thing with Lauren and actually all my girls, with Maddie and with Megan. И я начал это практиковать также и со своей дочерью Лорен, и с Мэдди, которая здесь, и с Мэгги, которой тут нет. In the name of giving my life for spiritual kids, Для того, чтобы отдать жизнь своим духовным детям, I just assumed, you're okay. я такой, You'll с ней be все okay. нормально, она подождет, с ней все хорошо. Because they are really good kids. Вообще-то они классные девчонки, они хорошие I mean, дети. thank God they look like their mom И я очень благодарен, что они унаследовали красоту от мамы, and they have great hearts и сердца у них очень классные. and they're just great kids. And Они so, просто замечательные and дети. there are so many kids out there that need fathers. Someone say amen. И есть очень много людей, детей, которые нуждаются в отцах, и вы наверняка скажете на это аминь. So I began mistakenly or Но я in просто error. начал ошибаться в том, to give my attention to people that weren't inside my home. что все мое внимание было направлено людям вне моего дома. And then they started acting differently toward me. И они начали ко мне по-другому относиться и действовать You по-другому. know, they used to bow down and worship me regularly. Обычно они поклонялись мне регулярно, приходили, кланялись и говорили: «О, папа, папа». Just kidding, they didn't. Шутка. Не, раньше они так не делали тоже. But I could see the look in their eye toward me had changed. Не, но в глазах было видно, что они смотрят на меня по-другому. I could tell something in our heart connection И я увидел что-то had been lost. в отношениях нашего сердца, что-то утратилось. And Lauren and I never had the discussion she just shared with И you. вот то, что Лорен сейчас рассказала, мы с ней даже никогда не обсуждали вслух. She never told me what she just Она мне said. никогда не говорила в лицо вот то, что она только что But I сказала did перед that, всеми вами. you know, sticking my head through her and looking at me. Но я как-то сделал точно так же. Я воткнул свои глаза в ее сердце и посмотрел на себя ее глазами. And as she honored me, И когда она меня почтила, it freed me to do меня, that to her. меня высвободило вернуть ей это, поступить с ней так And it же. was amazing without us ever having to talk about it. И так удивительно, что мы никогда даже это не We both обговаривали, changed. но мы оба поменялись. I saw how Maddie and Lauren were responding. И я видела, как и Мэдди, и Лорен реагировали I на saw how I меня. was hurting them, Я видел, что я их ранил. and I shifted. И я поменялся, изменился. And thank God that I did. Слава Богу, что я это сделал. Randy and I were both talking Мы с Рэнди оба разговаривали, in bed the other night. лежа в постелях. Не вместе, они просто в одном домике живут. And we both said И мы оба сказали, that we would give this all up in a second что мы за одну секунду оставили бы все, for one of them. только за одну из своих девочек. Ну, спасибо, девочки, за то, что вы делитесь своими папами с нами. Actually, if I could, На самом деле, если я могу, point out an origin of our relationship healing. я хочу показать, с чего началось наше исцеление в наших отношениях.
It was the moment that my dad first told me that, what Mark just said. Это был момент, когда мой папа впервые сказал мне то, что только что сказал Марк. The first time I came to Ukraine, I saw how much he loves you all. Первый раз, когда я приехала сюда, в Украину, я увидела, насколько сильно мой папа любит вас всех. And I had all the same problems Lawrence had with being jealous and И у feeling меня- like he didn't need me. И у меня были все те же проблемы, о которых говорила Лорен, когда я завидовала, и я думала, что мой папа во мне не нуждается. And it was the biggest honor he could put on me to say, И самое большое почтение, которое он мне мог воздать, когда он сказал, that this is your worth. что все это стоит одной тебя. That I value you enough Я достаточно сильно тебя ценю, to give up all I've invested что я могу отдать все то, что я вкладывал, just to have you back. только ради того, чтобы вернуть тебя. To be clear, we're very happy to have spiritual siblings here. Но так, чтобы уточнить, мы очень рады иметь всех there's духовных братьев и сестер на No самом деле, confusion. чтобы не было недопонимания. Да. Yeah. Она For от Lawrence моего too. имени тоже говорит, я тоже не против, что вы есть. There's a verse in Genesis 9. Есть один стих в it's the Бытие story of 9 Noah. главе. Это история о You Ное. remember when his son Noah was drunk? Помните, когда Ной And был пьян, His sons took a blanket and covered his nakedness. и двое из его сыновей One- прикрыли его наготу. Ham, he saw his nakedness. Один Хам, And он his others- увидел the его other sons were наготу, like, а this is not другие right. братья сказали, нет, это неправильно, And they turned что their ты face сделал. away Они and отвернулись лицами covered his от отца nakedness. и пришли и покрыли And его наготу. That's honor, И вот это почтение, not exposing your dad. не раскрывать отца Even when he's на drunk, показ для всех, right? даже когда like он Noah. пьяный, как Ной. No one knew better than that. Ной знал бы лучше, Right? ему бы лучше знать, что происходит, But что делать. his other sons was like, no, Но его сыновья, And они сказали, нет, I'm not нет, going to look at it, я не буду на это and I'm not going to let смотреть, anybody else look at и it. я не позволю никому другому на это смотреть. This is not my dad. Это не мой Right? папа в This is данный not who he момент. really is Это не inside. то, кто он на Right? самом деле And so they сейчас. looked away, Потому они and they covered him отвернулись, up. и они прикрыли Right? его. And Noah cursed the one И Ной проклял that exposed того it, that одного, looked at him. который насмехался над ним, Right? который посмотрел There смотрел really на is a него. blessing when you just like, no, На I'm самом honor him no деле matter how bad he's acting. Существует это благословение, когда Right? вы реагируете, неважно, That's what we're насколько talking about you плохо, guys doing. плохо он сейчас ведет себя. Right? Но вот что мы делаем на самом деле в It's почтении. not saying, oh, everything's okay. Мы не говорим, о, у Right? нас все прекрасно. No, да? your dad's drunk Нет, and he's beating папа your mom. пьян, избивает Yeah, I маму. mean, it's Да. rough Это situations we hear. тяжелые ситуации, которые мы Terrible проходим, situations. ужасные ситуации. And you make a choice. И вы делаете выбор. I choose not to look at that. Я избираю не And I'm gonna смотреть на cover it, это. so Я прикрою это. He doesn't, be exposed. His Чтобы nakedness, его, his sin, чтобы his его ugliness is нагота, not exposed его to other people. грех не была видна другим You людям. understand? Понимаете? That's honor. Those sons Это were really почтение. blessed. Эти сыновья, на самом деле, двое этих Right? сыновей They получили ruled over the one благословение. that wasn't. Но тот, который не почтил, не получил этого That's real благословения. honor. That's what I'm Это talking about. настоящее They made почтение. a Вот о choice. чем мы говорим. Just like you do every Они day. приняли Right? решение. Your Это dad как ты и я каждый says день. something Твой папа stupid, говорит что-то Yells глупое, at you, cusses at you. кричит на тебя, ругается. It's like Vita. Это как то, о I чем love you, говорила Dad. Вита. Я люблю And тебя, it папа. broke him. И Why это его do you love me сокрушает. so much? Почему ты настолько сильно меня любишь? Why do you love me so much? Почему ты любишь меня настолько it- сильно? It breaks us, it does, as dads. И это When you сокрушает just, отцов. You love us like Когда that. ты любишь just меня like, просто таким, какой я есть. I am such an idiot. У них сразу же I mean, реакция, я такой you just don't know идиот. how to handle love because there's no defense for Потому it. что человек не может There никак isn't. противостоять Yeah. этой любви. Нет Yeah. стены, которая That honor, that остановит love, эту любовь. it literally Это pierces your почтение, dad's heart, эта your mom's любовь, heart. она буквально пробивается в just сердце мамы, в out of сердце control, папы. or when they do И these тогда horrible они не things. могут уже контролировать состояние It is. свое, потому что любовь уже там. Understand? Понимаете? That's exactly what
what Jesus does. Вот что именно сделал Иисус. He takes that honor and he goes, Он puts берет it это right in him, почтение and it и takes all those walls вкладывает down. прямо в человека, и человек не понимает, что происходит. Еще вообще, вот если смотреть на обстоятельства, которые происходят у вас в семье, легко просто осудить ваших родителей, и все. Понимаете? Но в этом не есть суть почтения. И так как вы должны почитать своих родителей. Поначалу я даже где-то осуждала своего отца и не понимала, почему и за что он мне такой веселый, красивый, счастливый, мой любимый папа. Но я его решила не осуждать. Я опять-таки, как Рэнди говорила, и я раньше говорила, это мой выбор его любить. И через то, как я его почитаю, через то, как я его принимаю, как люблю, тем самым я показываю ему Иисуса, потому что Бог почитает меня, и Бог почитает моего папу через меня. There's another Есть еще verse. один стих. It's in Hebrews 8. There's so many things we could послание talk к about. евреям, Oh, yeah, Hebrews 5, sorry. 5 глава. Yeah, Hebrews 5. К евреям I 5 want to read глава. just a few of these verses Я here. зачитаю несколько стихов. Oh, yeah. Hebrews 5, verse 4. Начиная с 4 стиха, 5 глава. No one takes the honor to himself, «И никто сам собою не приемлет этой чести, but не берет, receives it when he is called by God. но принимает Even честь, as Aaron когда was. его призывает Бог, как и Аарона. So also Так Christ did not glorify himself и Христос не as to become a сам high себе priest. присвоил славу He быть was who said to первосвященником. him, Но тот, кто сказал You are ему: my son. «Ты, сын Today мой, I've begotten you. я ныне родил Just тебя», as he says also in another passage, как и в You're a другом priest месте forever, говорит: according to the order of «Ты Melchizedek». священник вовек по чину Мелхиседека». So just jump on down to 8 just for И time. дальше к 8 Although стиху. he was a son, «Хотя он и сын, he learned obedience from the things which he suffered. он научился послушанию через свои страдания». У нас написано: «Однако страданиями навык послушанию». Even Jesus Даже Иисус learned all the научился things we're talking about. всему, он учился всему тому, о чем мы сейчас говорим. Honor of your brothers, Почитай братьев своих, honor of your sons, почитай honor of your сыновей, father. почитай отцов. Don't you know Jesus? I Разве mean, ты he's не a знаешь? human Ведь on this earth, Иисус, God and man. человек на But этой he has all the земле, same emotions, и был right? полностью как человек. And У него были все эти He's going эмоции. through all this, persecution, И он suffering, проходит all these через это things. преследование, страдания, Don't you через все know остальное. Разве That тебе не his знать, mind was trying to turn against his dad. что его for sending him разум here. пытался отвернуться в какие-то моменты от своего отца? His human emotions. It doesn't say Его in the Bible, but just человеческие think of him эмоции, as a здесь не man. написано в Библии об yourself этом, in that но place. поставьте себя на его место. Он был человеком. Why do you think he's sweating blood? Как вы думаете, у него It пот с wasn't just кровью because he knew исходил? what was coming, it was what he had already been through as Не well. только через то, к чему он шел Right? дальше, но из-за того, что он прошел уже finally, и с чем он That боролся honor в то came out время. after all of the stuff he went through. Okay. И наконец, через your все will. то, что прошло, He's like your will. It finally came out, your will, and I'll go and do it. да, и наконец-то он прошел эту борьбу, когда он сказал: «Все, твоя воля да будет. Будет так, как ты But желаешь». we as dads or Но мы, sons, we don't как take honor отцы, for ourselves. We don't demand или honor. как сыновья, мы сами не Right. забираем, не воруем It эту says, честь для себя, we да? receive it from Как God. здесь сказано, мы принимаем это от Бога, Then we can give it. и тогда мы Right. можем отдавать эту честь. Does that make sense? Вы понимаете, о чем я Even говорю? Jesus went through all these things. Даже Иисус проходил подобные испытания в своей жизни. Я тоже хотела сказать, я просто слушала. И каждый раз, когда заходит тема за отцовство, я все время не могу нормально слушать. Но я хочу тоже поделиться своей историей и тем, что Бог уже сделал в моей жизни. И то, что я поняла, все, что мы слушали, да,
я поняла одну вещь, что мы все дети. И каждый из нас — это родитель или ребенок. Он нуждается в этой любви и почтении. И на каком бы месте мы ни стояли, нам кажется, что вот взрослые нас не понимают, они нас недолюбливают, и мы получаем эти раны из-за недостатка любви или непонимания. И точно такие же раны получают родители, когда они стоят на своем месте, и они точно так же хотят любви и почтения. Ну, не то чтобы они хотят, но это внутри потребность есть в любви. И мы можем ее получать только от Бога и отдавать. То есть она у нас вложена Богом внутри, и мы ее можем отдавать друг другу. И тем самым происходит какая-то полнота, когда мы отдаем то, что у нас есть, тому человеку, который нуждается. И я просто расскажу немножко свою историю, потому что я знаю, что, может быть, не все, но многие переживали подобные моменты. Получается, когда я родилась, потому что мой папа настоящий изнасиловал мою маму. И я об этом узнала уже в 20 лет только. И я не знала своего родного отца. И я все время, когда мне было 5 лет, отчим, женился на моей маме. И из-за того, что у нас были плохие отношения, ему его мама не разрешала жениться на моей маме из-за того, что она уже была с ребенком. У него где-то такая ненависть ко мне выработалась. И он очень ее проявлял. И все время мне казалось, что мама, она не защищает, а папа ненавидит меня. И я думала, где же мой настоящий папа? Он же, наверное, такой хороший. И я не знала на самом деле, что, какая история была. И я все время себе рисовала картинку хорошего папы, что вот мой настоящий папа, он, наверное, не со мной, потому что что-то случилось. Или я себе рисовала этого идеального папу. Как мы часто видим своих отцов, какие бы они ни были в наших глазах, как бы они ни поступали. И это была еще одна из причин, что я не могла принять отчима. С его стороны было много ран от его родителей. И он это выражал, не понимая. И поступал так, как он поступал, не понимая. А я все думала, где-то есть этот идеальный папа мой, хороший, который, если бы я его увидела, он бы меня так любил. И потом, когда в 20 лет я узнала историю, а мой отчим услышал, что я хотела найти своего папу. И несмотря на то, как он поступал со мной, я понимала, какую боль я ему причиняла. Потому что он все-таки оставался со мной. Несмотря на то, что у него была действительно эта ненависть. И он очень много ран мне причинил. Но когда я пришла к Богу, и Бог начал исцелять мое сердце от этой отверженности, непринятия. Потому что мне казалось, что я одна. И я думаю, что, может быть, многие переживают такое с мамой, с папой. Мне казалось, что мама... Я вообще спрашивала их, вы меня не усыновили случайно ли? Потому что мама любила папу, она не хотела его потерять и старалась как-то так не смотреть, как он избивал меня так, что я в больницу меня забирали. И я не понимала, что происходит. Я только когда я пришла к Богу, и когда я первый раз пережила такую сильную отцовскую любовь, знаете, что я ему сказала?
Я не хочу папу. Я узнала, что мой папа меня бросил. Второй меня ненавидел. И мне казалось, какой папа вообще? Мне не нужен папа. Когда кто-то пытался войти в мою жизнь, как отец, даже духовные наставники, я не могла их принять нормально, потому что мне казалось, что я им на самом деле не нужна, так как... И этот процесс был очень долгим. Очень долгим. И вы знаете, Бог дал мне такое прощение и любовь к моему отчиму, что я в один день вообще забыла все, что было. И я помню, как я приехала к нему, и мы начали с ним говорить. Он уже тоже пришел к Богу, и он проходил свой процесс. И я вдруг почувствовала этот дух отцовства. Я не могу, это только от Бога приходит. Потому что когда я с ним сидела, у меня было такое чувство, как будто я его отец, потому что он мне начинал плакаться. Он начал мне жалеться на какие-то... И я не понимала, что происходит. Но эта любовь, она покрывала все. И даже мои родственники, мой дедушка говорил, как? Почему ты его защищаешь? То есть он, когда продолжал делать что-то плохое, я видела почему-то в этом, я его жалела. И вдруг приходила, вот что такое любовь, она покрывает, она видит корень. Я видела, что на самом деле у него тоже был отчим, который, наверное, недостаточно его любил. И это просто дало место этому духу войти в его жизнь. И он начал ходить в церковь, он был с Богом. И как бы я уехала в другой город, и понятное дело, что легче восстановить. Так, вот вроде бы мы уже не общаемся, так, но я приезжала. Почему я просто хочу договорить конец этой истории. И просто пришел один момент, это буквально полгода назад, когда вдруг у меня это чувство начало снова исчезать, вот этой любви. Потому что я снова начала слышать ото всех о том, какой он плохой. И о том, что он вообще не изменился. И мама начала мне плакаться о том, что он как бы делает. И я просто опять открыла свое сердце для всей этой ненависти. И очень легко это впустить, когда человек продолжает делать, и особенно если еще кому-то. И я боролась, я такая просила, Боже, пожалуйста, верни мне это же чувство, потому что я понимала, что я сама не могу его сделать. Это дух отцовства, это дух любви, это дух почтения, это вообще не нашими силами. И я молилась, и я помню, как я приехала месяц назад домой. Мой папа сейчас просто в другой стране, и мой брат разговаривал с ним по телефону, там нужно было что-то. И я увидела, что все от него отвернулись. Все. Мама, все родные. Из-за того, что он продолжал из-за своих ран поступать так же. Просто не было этого исцеления. И тут я увидела, как мой брат его набрал, и папа что-то ему там говорил, а мой брат такой, хорошо, все, и выключил телефон. И в этот момент я просто поняла, как ему там одиноко. Что он сам себя закрыл от всех из-за своих ран. И ко мне вернулась эта же любовь. Я просто поняла, что когда мы смотрим, то есть почтение, это любовь и почтение, оно как одно. Когда мы смотрим на поступки человека, мы с первой секунды можем его просто вычеркнуть. Но когда мы смотрим через любовь,
осознавая, что Он прошел, как бы смотря вглубь, в сердце, то наше понимание, оно меняется. Наше сердце, оно меняется. И неважно, уже просто тогда встает неважно, как все говорили, да, как отвечает человек, как отвечает. Если ты посмотришь на своего папу или на маму, как на своего ребенка, ты поймешь, что он точно так же нуждается в твоей любви. Вот. И я бы хотела еще просто сказать тоже такое, как историю о моей маме, потому что это тоже параллельно было. И вы знаете, Бог сделал чудо конкретное. Это уже было даже в отношениях с моей мамой. То есть параллельно, когда моя мама вышла замуж за моего отчима, папу моего, из-за того, что она как бы стояла в стороне каждый раз, я не видела этой ее любви. И мне казалось, что, наверное, они меня не любят. То есть про то, чтобы говорить, обнимать, там, я тебя люблю, об этом даже речи не идет. И мне казалось, наверное, я ей не нужна. И я пыталась все время заслужить эту любовь. Пыталась хорошо учиться. Я пыталась, как-то доказать. И как бы было, я думаю, что многие из вас это переживают, когда есть родители, которые очень требуют. И ты пытаешься им доказать, что ты хорошая, полюбите меня. Я могу быть хорошей. И в какой-то период времени, когда я уже пришла к Богу, просто это настолько стало уже невыносимо. Постоянно доказывать. И вот это внутри, она как стена. Это не дает близости. Это не дает... Просто я, когда увидела отношения другие в церкви, я увидела, как там пишут или общаются там верующие, там «Мама, я тебя люблю». Я видела это, каждый раз плакала. Когда мама или папа брали на руки детей, я каждый раз плакала. Потому что у меня этого не было. И я не знала, откуда это отдать другим. Единственное, откуда это могло прийти, это от Бога. И вдруг однажды, я помню, я просто поняла, что я начну проявлять эту любовь. Я сидела 3 часа и писала смс-ку: «Я тебя люблю, маме». Первый раз. Моя мама после этого меня набрала, и она говорит: «Что случилось? С тобой все в порядке? Ты все нормально? Все, ты не в больнице нигде?» Я говорю: «Мам, все хорошо. Я просто хочу сказать, что я тебя очень люблю. И что я рада, что у меня такая мама, как ты». И я начала ей говорить эти слова, тоже почтение, о котором говорится. Моя мама разрыдалась. Она говорит: «Я тебя тоже люблю». И вдруг впервые я увидела не свою маму, требовательную такую женщину. Я увидела маленькую девочку, которая нуждалась в этой любви. И что произошло после этого? Однажды, то есть оно шло, это исцеление. И отношения уже вроде были нормальные. Но эта стена, она была, не была еще сломана. То есть мы уже вроде бы говорили даже друг другу: «Я тебя люблю». Это была как первая ступенька. И однажды, я помню, когда я училась в институте, это такая была забавная история. И я так старалась закончить институт, магистратуру. И у меня не получалось. Я и работала, и пыталась оплатить жилье, и то, и это. И последний курс магистратуры, а у меня как будто все деньги просто уходили. Я так рыдала, я не знала, что мне сделать. Я уже просила: «Боже, что ж такое?» И вдруг я услышала от Бога:
внутри, что это я делаю, и это ко благу. И я поняла, что я попала в его процесс. И из-за того, что я не могла закончить институт, вот это, я хотела быть хорошей, я не могла сказать это маме. Моя мама звонила мне 2 недели, у меня сессия идет, и она хотела там узнать, как у меня дела. А я не могу взять трубку, потому что я не могу оплатить институт. И меня это так давило, что я недостаточно хорошая дочь. И в один момент, я помню, я спала, и мне приснился сон. Просто, чтобы вы понимали, что это только Бог может делать такие вещи. Мне приснился сон, что я нахожусь в своей школе, и там несколько этажей, и я бегаю от моей мамы по лестнице вверх, вниз, вверх. Я вижу только ее, и я убегаю. Я вижу, что она здесь идет, и я убегаю. И одна. И тут вдруг я вроде посмотрела, ее нет. А я начала спускаться, а она мне выходит навстречу и говорит: вот, попалась. Что случилось? А ну рассказывай. То есть это во сне. И я начинаю плакать во сне и говорю: мама, так и так, я не могу закончить институт. Я не знаю, что мне делать. И я начинаю просто ей рассказывать. И вдруг во сне она начинает плакать и говорит: неужели ты думаешь, что я тебя люблю только когда ты хорошая? Я тебя люблю, потому что ты моя дочь. И я проснулась, я так рыдала. И на следующий день моя мама только зарегистрировалась в скайпе, я ее зарегистрировала. Я захожу в скайп, и она в это время зашла. А так как я не брала трубку уже 2 недели, она такая пишет: попалась, как во сне. И я понимаю, что все, я приплыла. И она говорит: рассказывай, что случилось, почему ты трубку не берешь? И я ей просто начала писать, что так и так, я не могу закончить институт. И она набирает меня и рыдает мне в трубку. И говорит эти же слова: неужели ты думаешь, что я люблю тебя только когда ты хорошая? Я люблю тебя, потому что ты моя дочь. И с того момента я не знаю, кто что сделал с моей мамой. Но она просто стала другой. Это не было только со мной процесс, это был процесс с ней. Там Бог работал. И потом, когда я думала, как же это будет, то есть она начала мне звонить постоянно, как ненормально, я уже не знала, куда от нее деться. И просто что-то произошло, что-то сломалось. Она перестала от меня требовать. Я в тот момент ей высказала все. Я сказала: мама, мне так... Я не знаю, у меня такое ощущение, что ты все время хочешь, что я тебе что-то должна. Что я должна тебя обеспечивать на старости. Что я должна быть самой лучшей. Что я должна делать это и это и это. И я это все просто сказала. Она плакала, я плакала. И после этого вообще, я не знаю, уже прошло, наверное, 3 или 4 года с тех пор. Она ни разу вообще даже не заикнулась, чтобы что-то там, ты должна. И мне было странно, когда мы вместе с ней были, жили, она вообще себя по-другому вела. Она начала мне говорить такие вещи, что у меня просто волосы дыбом вставали. Когда что-то там в семье говорили, что вот, может, Иванке нужно заниматься этим или этим. Там пытались навязать. Мама говорит: нет. Она знает, чем она должна заниматься. Она знает, кто она. У меня просто... Если бы вы знали мою маму, вы бы поняли, почему я так говорю. Это какое-то просто небесные слова. Это только Бог мог вложить в ее сердце такое. Да, и знаете, я вам скажу, что однажды она написала мне письмо. Я как слышала Рэнди, я вспомнила это. По-моему, она написала это, когда я написала песню «Мама».
если, может быть, кто-то слышал, она вообще, ну, я знаю, что это Бог, потому что однажды я стала молиться, я хотела поклоняться Богу, а Он мне дал эту песню про маму. Я думаю, странно, во время поклонения. Но я поняла, что Бог хочет, чтобы я ее почтила. Я помню, как она мне написала письмо. И она там много-много всего говорила, а потом она закончила такой фразой. Я думала, что ты самая большая ошибка в моей жизни. Потому что, ну, я как бы рассказала, да, как я пришла в этот мир. Он говорит, я думала, что ты самая большая ошибка. Но сейчас я знаю, что ты самое большое счастье и подарок для меня. И вы знаете, что это того стоит? Делать эти шаги. Любовь у всех у нас есть внутри. Она не приходит откуда-то. Она отсюда. И просто когда вы чувствуете эту любовь, просто ее проявляйте, не боясь, что будет. И тогда Бог, Он может делать то, что Он хочет делать. Любить через вас. We want to pray for everybody. Мы хотим помолиться за всех. So, Потому yesterday, when we вчера, were with the leaders and we когда мы talked about с all this, лидерами встречались, говорили об этом, Rachel, у why don't you Рэйчел, share? ты поделись. So I was talking to the Lord about this topic. Я общалась с Господом об этой теме. He showed me, he actually gave me this vision of what I think has happened to a lot of us. И Он показал мне одно видение, которое, я думаю, касается многих из нас. He showed me the wounds that come from parents. Он показал мне раны, которые были сформированы в результате отношений с родителями. And I saw this spider come in and put its venom in the wounds. Я видела, как паук подползает к этим ранам и вбрасывает свой яд в эти раны. And the venom made its way up to our eyes. И этот яд, который был в ранах, он проходил прямо по всему телу к нашим глазам. So that once we were wounded, И поэтому те из нас, которые были ранены, we couldn't see what was actually happening anymore. из-за этого яда мы больше не могли видеть то, что на самом деле происходило. All we could see were the wounds. Все, что мы могли видеть, это только раны. So even when things weren't that bad, И потому даже какие-то вещи, которые были не настолько уж и плохие, we were reliving these wounds мы переживали эти ситуации через те же раны. because of this poison that was inside of us. Из-за этого яда, который был уже внутри. Can we all stand up? Давайте все It'd be easier to встанем. Pray for you guys, so I see all of you. Мы хотим помолиться за вас, ребята. I know we're real close here. Вот теперь мы все здесь очень близко. Just close your eyes for a few minutes. Просто закройте Let's свои pray. глаза на какое-то время. There's real healing for us all here today. Здесь сегодня для нас всех настоящее исцеление. Daddy, touch us today. Прикоснись к нам сегодня. Touch these wounds, Прикоснись к этим ранам, every hurt, к every любой боли, wound, к любой ране, every harsh word, каждому жесткому слову Every сказанному, каждому every избиению, molestation, каждому издевательству, every abandonment. к
тому, что нас every бросали, rejection. отвергали. Daddy, take your love and pour in it. Папочка, возьми свою любовь и вливай в эти раны. Where this poison has been, Вливай в те места, куда был испущен этот яд. pour your love in the same place Изливай свою Right now. любовь в те же места сейчас. and bring healing. И приноси исцеление. Let this healing restore them, Lord. Пусть это исцеление восстанавливает их, Господь. Restore them back to you, Dad. Восстанавливает их и возвращает к Тебе, Папа. Even where we as dads or ministers have hurt our kids, Так же, как и мы, отцы и служителя для своих детей. bring healing. Для всех нас приноси исцеление. I want to do something. I want you to keep your eyes closed. Я хочу кое-что сделать, но я хочу, чтобы вы оставались с закрытыми глазами. I'm going to say some things, Я буду говорить какие-то вещи, but I'm not speaking for myself. но я не буду говорить от своего лица. I'm speaking as if it were your dad, Но я буду говорить от лица, как будто это as if говорит it were вам, your mom, как будто тебе говорит это твой папа или говорит твоя мама. I love you. Я люблю тебя. And I'm sorry for hurting you. И прости за то, что я причинял или причиняла тебе боль. For rejecting you, Прости за то, что отвергал тебя, за то, что ранил тебя, for anger за злость по that отношению I к тебе, released on you. которую я высвобождал. And I ask you, please, И я прошу тебя, пожалуйста, forgive me. прости меня. I love you. Я люблю тебя. I'm sorry I valued other people and other things above you. Прости, что я ценил других людей, другие вещи выше тебя. My business, Что я ценил больше свой бизнес, my ministry. свое служение. Forgive me. Прости меня. Lord, let them see you. Господь, пусть они видят тебя. Lord, let them see you. Пусть они видят тебя. If you will let go of this unforgiveness and even these wounds, these hurts, Если вы отпустите это непрощение и эти раны, He'll open your eyes again вы снова откроете свои to how глаза valuable you really are и увидите, насколько вы ценны and how valuable they are.
И насколько ваши родители ценны. Let him go. Отпустите эти раны. Love, come. Любовь, приди. Love, come. Любовь, приди. Love, come. Любовь, приди. Love, Любовь, love, любовь, love. любовь. Love, come. Любовь, приди. Break us down with your love. Сокруши нас своей любовью. The Bible says, Библия говорит, renew a right spirit within me. обнови твой праведный дух во мне. That's what the Lord's doing with you. Вот что Господь делает с вами. Renew a right spirit within me. Возобновляет наш праведный дух, правильный дух в нас. Thank you, Jesus. Спасибо тебе, Иисус. You can choose to hold the pain. Вы можете избрать продолжать жить в боли Keep yourself closed. и держать свое сердце I закрытым. understand. Я I понимаю, на самом деле понимаю, что это. But it only hurts you. Но это причиняет боль только вам. Спасибо тебе, Иисус. Thank you, Lord. Спасибо тебе, Господь. This wound Это рана, that Randy just prayed for, о которой только что молился Рэнди. the Father just poured love into. Господь просто изливает свою любовь. This wound is the root of so many other things in our lives we don't even connect. Это рана, это причина многих вещей, многих проблем, о которых мы даже не подозреваем. So many patterns, Столько разных моментов, so many mindsets, and even sins in our lives. понимание и даже грехи в нашей жизни, They're rooted in this wound. корнем которых является эта рана. So we're believing for Потому мы верим and be aware of changes that happen in seemingly unrelated areas of your life. что мы можем понимать и видеть эти изменения, которые приходят в разные сферы нашей жизни As this healing takes place. после того, как это исцеление произойдет. Thank you, Lord. Спасибо тебе, Господь. Let me ask you all a question. Я хочу задать вам всем один вопрос. How many people have a cell phone with them? У кого из вас с собой есть телефон, мобильный телефон или там, у кого есть телефон с собой в How many лагере? have it on you right now? А с кем телефон с собой сейчас на служении есть? Ваш телефон. All right, in that cell phone or in В этом that, телефоне или how many people have their mom or their dad in there? у кого есть телефон мамы или папы в своем телефоне? Yeah. Номер телефона Wow. мамы или папы. Да. I'm inspired by Ivana. Я вдохновлен Иванной. Even if it takes you 3 hours to text it, Даже если вам понадобится 3 часа, чтобы написать эту СМС, honor them. почтите своих родителей Do it сейчас. right now. Сделайте это сейчас, In this через, moment. в этот момент, с Tell them you помощью love them. телефона. Скажите, что вы их любите.
Send them something that honors them. Пошлите что-то, в чем будет почтение Do it к right ним. now. Сделайте это прямо сейчас. Now, if it does take you 3 hours, it's cool. Если вам нужно будет 3 часа, это нормально. Just hold it there and look at Но it for просто, 3 hours. как минимум, держите этот телефон, смотрите на него 3 часа. Tell them. Скажите им. Start the healing now. Начните свое исцеление сейчас. Practice being healed. Практикуйте состояние исцеленного сердца. It'll probably be one of the hardest things you've ever done. Это, наверное, одно из самых тяжелых моментов, которые вы могли сделать. It'll be so worth it. Но это того стоит настолько сильно. It'll be so worth it. Это очень сильно стоит этого.